больше. Пушить, прожить, драйвить. Новый Havail Jolion. Больше пушить, рашить, драйвить. Всем привет, с вами Кин. Мы продолжаем наш новый формат обзоры на игры. Сегодня мы играли против команды FaZe Clan. BO3 формат. Мы пикнули карту Мираж. Статистика за последние 3 месяца: 5 побед, 4 поражения. У FaZe Clan 7 побед, 4 поражения. Я сегодня пригласил Марика. Хотел узнать его мнение, комментарий. Почему решили пикнуть именно карту Мираж? Как у тебя вообще дела? Отошел после проигрыша? Да, у меня хорошо все, на самом деле. Всего лишь 2-1, то есть в группе, да. И даже то, что проиграли, я рад, что мы проиграли это на этой стадии, которая сейчас происходит, потому что если бы мы с такими проблемами на Мираже и на Эншенте пошли бы дальше и проиграли бы дальше, было бы обиднее намного. Поэтому я рад, что это случилось раньше, чем позже потом, да. И нормально отошли, конечно, потому что после проигрыша ты уже ничего не сделаешь, только зафиксишь ошибки и пойдешь дальше играть. А почему решили именно пикнуть Мираж? Мираж на самом деле у нас сильная карта, и было много моментов, которые решили игру. То есть вначале мы начинали 1-8, если я не ошибаюсь, за террористов, да, за первую сторону, да. И много раундов были ошибочно. Были некоторые индивидуальные ошибки игроков, которые в конце концов и порешали результат игры. Но это опыт. И FaZe Clan на самом деле сильная команда, с которой мы очень давно не играли. И со своим определенным стилем, который ты не можешь посмотреть и подготовиться. Тебе надо немного индивидуальный скилл у них очень да, сильный, да, они понимают. Но ты пару раз ловил на миду Керригана, когда он хотел аркаднуть, пикнуть. Да. Какое-то слово такое заморское, непонятно, да. Тут неплохо было. Ладно, Марик, я тебе сейчас покажу пару раундов. Я хочу, чтобы ты дал комментарий, что у вас происходило в TeamSpeak. Ты готов? Да, конечно. Вот первый момент. Это когда вас в коннекторе аркаднули, убили помню, двоих, да. На самом деле мы ошиблись на миде тут, и нас убили двоих на миде, но Леха дал довольно инсейн фраги. 2 фрага разменял, 3 в 3 ситуация, дым коннектор лежит, Жека немного поспешил с флешкой, то есть Леха собирался ворваться под голову под флешку, Леха немного рано дал, Жека рано дал флеш, и из-за этого мы не смогли вовремя занять голову, и из-за этого случились определенные проблемы. Ну смотри, они двоим аркаднули коннектор, убили вас двоих с флитом. Да. Кикер и бустер разменялись, вы в 3 в 3, и вы не ожидали игрока на Дельпане? Потому что Джеймс запрыгнул на голову, и его как-то, можно сказать, бесплатно убили в ухо. Если я не ошибаюсь, Брокет не палился. Вообще, да, не палился. В том моменте, и он стоял на Дельпане с авиком. Закрытым максимально. Жека именно ожидал, что он справа в КТ где-то стоит с авиком и контролит ковры. Но он и не собирался делать этот мув на самом деле. Если бы он в тайминг дал флешку, то Леха бы все сделал, и ему даже не пришлось бы запрыгивать на голову. Но из-за того, что одна ошибка, да, рано дали флеш, то из этого исходит и вторая ошибка. Ну ладно, хорошо, спасибо за информацию. Ну еще и второй момент, когда вы стакнули А. Кто принял это решение, ну как это коллективно, почему подумали, что они именно пойдут на А? Тут не повезло. Да, я видел этот момент. Да. На самом деле, просто мы приняли их на Б. Выиграли клатч, по-моему, если я не ошибаюсь, где Леха убил с кухни Броки, и потом 2 в 1 было, и мы выиграли раунд. Но психология, что когда ты принимаешь команду на другой точке карты, ей сложно пойти на другую точку карты, повторить, то есть. Да, и поэтому... Ну да, счет когда 14-13, они пошли на Б, ты убил двоих, да. Кинул молик. Да, сгорел, да. На самом деле это моя ошибка, потому что когда я убил двоих, никого не увидел. Это стресс, наверное, небольшой, что я не должен был этот молик скидывать. Но на самом деле меня бы, скорее всего, Зиги все равно разменивали. Да, мне кажется, ты успевал в ухо в Эдвард убивать, да? Может быть, и успевал, может быть, разменивали, но да, момент стрёмный, на самом деле. Ну, самое главное, забрали же. Да.
Ну, круто. Молодцы. Ладно, хорошо, спасибо тебе. Можешь дальше идти, тренироваться. Вот я знаю, праки через пару минут Да, начинается. да. Спасибо, что пришел, пообщался со мной. Ты опять пообщался со мной. Сейчас я позову Достану, и он мне будет говорить за карту Ancient. Да. Почему, как, Ой, что как хорошо, произошло. что мне Мираж достался. Тебе Мираж достался, да. А Достана я сейчас буду мучить. Все, давай, братух. Давай. Давай. Ребята, напоминаю, Париматч запустил сразу 3 акции для всех зрителей мажора. Можно получить фрибет $10 на счет. Можно участвовать в рейтинге с призовым фондом $80 000. А можно выиграть оплаченную поездку в Лондон на матч Челси. Подробности в закрепленном комментарии. Поехали. Так, мы продолжаем. FaZe Clan пикнули Ancient. У них очень хорошая статистика за последние 3 месяца. 3 победы, 3 поражения. Ну, лучше, чем у нас. Мы за 3 месяца сыграли одну игру и ее проиграли. Я бы хотел задать тебе вопрос, что пошло не так? На самом деле все пошло не так там. Первый раунд мы забираем без шансов. Да. Второй раунд. И мне кажется, там кто-то закупился случайно. Керриган. А может быть и специально. Но я как понял, он вышел со скаута На Б. на А. А на А вышел, На А, да. И типа Леха зафонился, говорит, типа вот там форс и так далее. И, конечно, в любом случае Марку не стоило жать на 0 и отдали девайс, потом Тима ошибся, потом не доиграли. В общем, шоковый раунд. Ну да, но все равно там, видишь, Флит убил на миду. Да. И он мог аккуратнее сыграть. Аккуратнее, да. Ну и 2 в 3 могли аккуратнее Да, сыграть. Да, Ну, когда бомбу общем, оставили, да. плохой раунд. Плохой раунд был. Ну что мне говорить, плохие раунды. Это не плохо, это ужасный раунд. Уже не нормальный раунд. Да. Лучше. Ну, от Глока умирать. Ну да, там потом Тима пикнул. Ну хорошо, там счет 6-1. Мы поняли, как они играют. Счет 6-6. Они, не знаю, каким-то образом, вот я вот хочу показать тебе этот раунд. Вы их камбэкнули. Да, мы смотрели этот раунд. Тут Марек ошибся. Нам чуть-чуть не хватило времени уже понять, куда атака идет, но Марек узнал про атаку своей смертью. Да, вот. Здесь плохой тайминг, потому что Леха говорил в этом раунде, что может быть сотки чел, но какой-то пошел фон сразу и... Ну, Марек, меня ждали игрока в окне, который... Потому что Джейм просто даже не чекая он пробежал. говорил, просто... Видать, мы... Какая-то инфа, да? Инфа была. Да. Инфа была. Может быть, не такая акцентированная. Но здесь Марек мог бы чуть попозже, может, зачекать. Вот. Ну, у нас здесь на 6-6. Я беру паузу и говорю, все, мы уже, в принципе, вернулись. Мы не берем раунды там супер уверенно, но здесь как бы нам нужно цепляться за Ancient и максимально брать. И на 6-6 важен был раунд. Нам нужно было повести и 9-6 зацепиться. Да. Но проигрывая этот раунд, мы просто проигрываем сами 6-9 и нуждаемся очень в пестике. Там были вообще раунды с такими таймингами. Уже не был в пончике такой тайминг, где пода прошел. Кикерт, когда Керриган прошел, помнишь? Да. У Лехи был жесткий тайминг. И раунд, когда Керриган прошел спину в храм, и там была инфа, что уже у Жеки в спине может, у Джейма. И он буквально проходит инфа, секунду на подумать, развернуться, и мы 4 в 3 еще не выбиваем, если помнишь. Он пришел с Б прям. Да, он пришел, да. Еще Ancient карта, где еще, например, Жене сложно с инфой. И, возможно, тоже какое-то восприятие всего. Ну да, мне кажется, у них вообще разная инфа. Мы называем Пончик, Ленин. А тут у вас совсем по-другому. 6, 9, 8, 15, там вообще непонятно. Хорошо, вот вы переходите за теров. Пистолетка. Что не так, братан? Сколько пистолеток мы забрали? Одну и слили потом фулак. Было 4 пистолетки, мы взяли только одну. И то сразу же слили, потому что так неинтересно. Ну здесь, на самом деле, мне кажется... Он еще, здесь можно было наказать, вот здесь. Вот что оверпикает. Вы когда вроде бы обсуждали, что там произошло вот в начале с флитом? Да, вот этот момент. Женя поставил бёрст тут. Вообще, эта игра такая была, мы вот, у меня никогда, вот сколько мы играли чемпионатов, там
notifications, эти уведомления выходят, мы просим их убрать. Notification это что такое? Это вот сверху выходит тебе добавление Это друзья. чё, братан, я понял. В смысле, шучу? Ты реально не знаешь? Да, никто не знает. Окей. И админы не могут убрать там, что там еще? Стол Марака, там, что еще? Мы ходили в номер, Жене вот это вот Жеке подушку приносили. Такая была неспокойно мы сели, и вся игра такая была нервозная, но несмотря на плохой старт на Мираже, вот Мираж, все-таки мы здесь про Ancient говорим, здесь, наверное, нам игровой практики не хватает. Не наверное, а точно. Ну, просто ситуации, и сама карта еще новая. И на Vertigo еще мы как-то костяком много играли, а на Ancient нам нужно, вот, хорошо, что мы этот матч сыграли, и он даст нам опыт. Но на Мираже, там, может, Марк передо мной показывал, там, вот эти раунды 14-13, 14-14, мы просто должны были дожать. И хорошо, что это в этой игре произошло, вот, потому что сейчас у нас следующие 2 матча на очень принципиальный. Вы не знаете, с кем играете? Ну, вроде пока нет. Ну, вроде Биг или Спирит. Ну, самое главное, брат, не расстраивайся, потому Да. что ты сердце команды, не надо переживать, не надо нервничать. Сейчас у ребят праки, ты подойдешь с ними, обсудишь, потренируетесь, подготовитесь и выиграете. Спасибо, что пришел. Я знаю, что ты очень сильно переживаешь, болеешь. Ты душа, ты сердце, папочка, мамочка команды. Так что, мужчина, спасибо тебе, что ты есть. Удачи тебе по жизни. Иди тренируй, ребят, что сидишь? Спасибо, ребят, давайте, пока.